Наш друг Влад уже полгода находится в депортационном центре в Хошимине. Сегодня наш единственный шанс с ним встретиться, передать ему продукты и телефон. Мы не знаем, получится ли у нас. Возможно, наши действия лишь усугубят его положение. Но у нас нет выбора. Мы должны хотя бы попробовать ему помочь. Всю ночь мы ехали до Хошимина на современном слипбасе. О том, как мы получили места в нем, смотрите в прошлой серии. Время 03:37. Мы приближаемся. Мы уже где-то рядом с Хошимином. Значит, вот сейчас подошел водитель, сказал, что пора выходить. Будем собираться. Все, погружаемся. Серега, доброе утро. Как спалось? Как ощущения? Качает, да? Укачало. Серегу ночь в слипбасе явно не порадовала. Проснулся, как после ночной смены. Зато как выбирал места в этом, модном и современном слипбасе. Сергею дали возможность присесть, а я стою тут. Качает, честно говоря. Качает на автобусе. Какие игрушки висят. Ага. Прикольно. Да, в этом VIP-слипбусе качает так, что даже этот не помогает. Стабилизатор. Все, выходим? Выходим, ребятки. Ну все, Худык, называется перекресток Худык. Высадили нас на перекрестке Худык. Видите, здесь, он за моей спиной, человек спит под одеялом на остановке. Вот мы его разбудили, к сожалению. Так, значит, что, время 4 утра. Сейчас сориентируемся, где мы находимся, куда нам надо. И будем каким-то образом потихонечку передвигаться в нужное направление. Сейчас Сергей утреннюю сигаретку скурит, приятную. Представляете, в этой груди тряпья спала девочка. Это, конечно, жуть, ребят. Так, ну что, значит, выгрузились мы с автобуса, чуть-чуть передохнули, значит, определились с нашим местоположением, определили нашу локацию, определили, куда нам нужно сейчас двигаться. Значит, до депортационного центра 6 километров. Время 4 утра, решили выдвинуться пешком. Время есть у нас, пешком это где-то займет у нас 1:20, поэтому спешить нам смысла нет. Пойдем по ночному Хошимину. Это он Хошимин, он сейчас называется, а ранее он назывался Сайгон. Пройдем по ночному Хошимину, посмотрим по сторонам, подышим. Правда, у нас багаж нелегкий, ну ничего, я думаю, не развалимся. Сергей будет за путеводителя. О, что-то он там разыскивает. Что случилось? Кто там? Нашел какое-то насекомое. Она ползет, что-то не знаю. Вот, внимательный парень. Так, значит, у нас что? Груз, мощный груз. Этот рюкзачок, это пакет с лапшой, это пакет с сигаретами, не так тяжелый. А здесь, короче говоря, тут книги, потом, что у нас? Сгущенка, сахар 2 килограмма, килограмм кофе. Ну, вес приличный, а топать нам 6 километров почти. Не знаю, как мы это сейчас, марш-бросок выдержим, не выдержим. Дядя какой-то приехал на байке. Все, поехали, ребята. Все, мы тронулись в путь. Ну, только вышли, прошли, не знаю, может, метров 300. Идем вперед, прям по автобану. Как-то странно у них остановки сделаны, что нельзя с остановки перейти на тротуар. Так, вот здесь над моей головой это метрополитен, только надземный, не подземный. А надземная. Вот это вход на станцию метрополитена. О, вот так люди отдыхают. Так, ну что, ребят, почти 2 километра мы прошли. Лямки давят на плечи. Вот. Еще нам 4 километра надо будет пройти. Впереди мост через реку. Навигатор почему-то постоянно выводит на автобан сзади, видите? А это вот мы идем по старой дороге. Здесь движение поменьше. Не стали мы выходить на тот автобан. Потому что там опасно. Там, посмотрите, трафик мощный. Вот. Что хочу сказать. Здесь нету инфраструктуры для пешеходов, ни тротуаров. Вот тротуар вот за моей спиной, не знаю, тут темно, не видно. Когда-то давным-давно там был тротуар, но он сейчас зарос травой. Никто не обслуживает, видимо. Вот. И инфраструктуры для пешеходов практически нет никакой. Как говорят, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Серега не унывает. Что там, есть что сказать? Поделиться ощущениями, впечатлениями? Что скажешь? Главное, чтобы нормально ноги были. Но в доле не подвели. Да, кстати, еще один лайфхак. Значит, в тропиках
очень надо быть аккуратным с обувью. Мы тут все вместе, решили, оденем кроссовки и будем ходить пешком. Пока у нас байка нету, одели кроссовки, а кроссовки, соответственно, надо одевать с носками. Одели носки. И в носках ноги чуть-чуть подопрели, и все, и все натерли мозоли. Вот. Я сразу с кроссовок выпрыгнул, одел эти вьетнамки, как сланцы называются. А Серега вот только вчера себе купил тоже сланцы. Не мог выбрать, какие те или те, а тут мозоли появились сразу. Купил он себе сланцы, одел носки, дохромал до буфета. Мне удалось его убедить, что лучше носки не одевать, чтобы ноги не потели, чтобы были сухие. Здесь самое важное, чтобы ноги сухие были. Тут так-то влажность мощная. Все, идем пока вперед. Он обе дороги показывает по мосту, да? Да. Вот она видно. Я тебе говорю. Это метро. Все. Я говорю, вот почти. Серега сориентировался, молодец, пацан. Это велосипедистка, молодец. Он идет, не зря она там с велосипедом. Короче, мы подошли практически к мосту, к реке, потому что здесь там движение мощное. Шли по вот этой дороге и решили, что здесь второй мост здесь. Оказывается, нет. Хорошо, что... И Сергей обратил внимание на велосипедистку, которая ехала не по нашей дороге, где мало движения, а именно по автобану. Он удивился, задался вопросом. Мы открыли карту, внимательно посмотрели на карту и выяснили, что второй мост, который там через реку проходит, который мы думали старый мост, это на самом деле не старый мост, а это ветка надземного метро. Теперь нам надо сейчас будет как-то перебраться, а здесь кругом трава, а мы, босиком. Тропинка есть. Серега нашел тропинку. Сейчас переключу, не знаю, видно будет, не видно. Пошел. Да, ребята, ориентироваться в незнакомой стране по навигатору – та еще задача. Может, посоветуйте навигаторы, которые наиболее точно показывают маршрут. Нам бы пригодилось. Так, поднялись мы на мост. Река нас немножко, конечно, разочаровала. Она не такая большая и мощная. Сергей обратил внимание, плавучие острова. Куски растительности отрываются где-то от берега и вот плывут. А там он тоже обратил внимание, что там кто-то живет под мостом. Пойдемте посмотрим. Рыбацкая лодка, и кто-то в ней живет. Кстати, вот в Юго-Восточной Азии это распространено. Вот эти рыбацкие деревушки, они все на воде расположены. Потому что, как я понимаю, на воде не нужно платить налог на землю. Да, кто там живет. Хотя я могу и ошибаться. Есть среди нас юристы? Можете исправить меня в комментариях под этим видео. Прошли мы 2,5 километра. Еще где-то нам километра 3, наверное, надо пройти. Так, у меня общий вес груза, не знаю, в рюкзаке, наверное, килограмм 20, наверное, точно есть. И в руках еще 10 блоков сигарет. Прилично. Так, идем дальше. Вот идем уже мы сколько? Наверное, около часа. И не увидел ни одного поезда. Вот, видимо, еще не работает. Режим работы. Пошло. Он пошел поезд. Это сейчас 15 минут 5. Видимо, с 5 часов начинает метро работать. Сейчас увидели какое-то странное насекомое, прилетело, вот это бамбук, прилетело вот на этот бамбук, подлетело и пропало. Начали присматриваться и увидели здесь в бамбуке вот такая дырочка. Что это и как это выгрызает, что за насекомое, интересно, кто знает. Это ресторанчик, он пока еще просыпается с ночи. Мы вот здесь сели позавтракать. Сергей уже позавтракал, а я сейчас только буду кушать. И вот он сидел, кушал, ему на голову упал вот этот фрукт. Что за фрукт, кто знает. Видите, интересный какой. Интересное блюдо хочу показать. И сейчас мы там пройдем, посмотрим, как его готовят. Смотрите, палочки, ну-ка. В общем, это типа какие-то фаршированные тайские блинчики. Это вот это соевое мясо, это вы на это внимание не обращайте. Сейчас я покажу. Соевое мясо убираем в сторонку. Не тайские, вьетнамские. Какие-то вьетнамские блинчики. Название, к сожалению, я не знаю. Колбаска, кусочек колбаски. Вот они, блинчики. Интересно готовят. Короче, вот такой казан, в казане вода. Сверху на казане плавает какая-то пластмассовая или какая-то штука. И он на нее тесто наливает, по нему как блин размазывает. И сверху крышкой накрывает. И оно на этом пару вот это тесто варится. Потом он берет такую палку. На эту палку так наматывает это тесто и с палочкой вместе ложит. И здесь вот такой получается, блин. И на этот блин потом сверху складывает фарш. Опять подматывает его. И потом вот так раз его спускает, и вот получается вот такой фаршированный блинчик. Вот он, видите, с фаршем. Но я хочу сказать, это даже вкуснее, чем в ресторане. Этой едой питаются простые вьетнамцы. То есть это самый натуральный продукт. Ну все, ребят, давайте, приятного аппетита. Ребята только открылись, не удержался, заказал. Смотрите, гриль, мясо-гриль, рисовая лапша, бульончик, перчик, блинчик. Короче, не удержался. 25 тысяч донгов. Это что, 500 тенге порция? Да, ребят, смотрите, какой трафик здесь. Сплошные байки. Это парк. Похоже, что какой-то парк.
Вот, а высотка, смотрите, она вся в зелени. Время 7 утра. Мы уже позавтракали, немного передохнули от дороги с тяжелым грузом для Влада. А он там уже сидит, ждет нас. Волнение в нас нарастает, хоть мы этого и не показываем. Стоило ли нам идти сюда так долго? Вдруг нас не пустят? Да, ребят, чем дальше в Хошимине по дороге идем, тем интересней. Опа, все встали, поехали. Пошли, пошли, пропускай. Да, пропускают. Так, чтобы перейти дорогу с машинами, нужно думать как машина. Иначе дороги Хошимина не опишешь. Но где же вся инфраструктура для людей? Да, жесть. Вот это квест, как перейти дорогу в Хошимине. Все, пошли. Сергей у нас захотел попить. Вот, сейчас будет куаром рассчитываться. Ну-ка проверим, получится, нет у него. Вообще здесь мне нравится, четко у них карточки наши работают. Везде, в магазинах, везде можно карточкой рассчитаться. Ой, какая милая девочка, а вы посмотрите, ой. Все, мы давайте здесь останемся. О, Хватит. вау. Ну-ка давай, Серега, садись за стол. Опа. Ну-ка, что там, как ощущения? О, что, пошло? Это вот конкретно, вот здесь я вкус могу сказать. Давай. Болото. Кто падал в болото? Ничем не отличается. У него и цвет, блядь, как у болота. Мимика такая же. Ну ты что-то самое длинное название заказал. Должно быть четко. Что, не пойдет? Какие ощущения, Сергей? Это такое, как будто это. Больше на лекарство похоже, потому что это сладкого не ощущается. Такое, как бы. Ну, болото. Камыш кто-нибудь ел? Попробуйте, поймете. Где-то же, кажется, он и то вкуснее будет. А что ты очки не снял? Надо было... Короче, ребята, это картошка. Сырая картошка. Коктейли сырой картошки однозначно. Я не знаю, что ты заказал, Серега. Это что такое? Это полезно, я так понимаю, наверное. Серега сказал, Серега сделал. Пошел переводить название этого страшного снадобья. Вот это, да? Так, переводим. Зеленая фасоль, щитолистник. О, тема. Вот, Серега, сок из фасоли ты еще никогда не пил. Щитолистник. С щитолистником. Так, ну, значит, продолжение нашего квеста. Не доходя 500 метров до депортационного центра, мы вспомнили, что в Ничанге не купили чай, маркеры и ручки. Ну и решили пройтись и купить это все дело. Маркеры и ручки купили, чая нет. Спросили там, где покупали маркеры, спросили, где купить чай. Сказали, идите прямо, там рынок где-то впереди. Пошли мы в сторону рынка, не доходя до рынка, магазинчик вьетнамский. Вот, спросили у них чай, они удивленно посмотрели, но нету чая, нету. Видимо, сами вьетнамцы чай не пьют горячий, простые вьетнамцы. Вот, я спросил, где купить, они говорят, иди на рынок. Я спросил, как далеко идти, они сказали, километр. Вот, я сказал, ой-ой-ой, беда. Ну и вьетнамка, значит, это, говорит, о, мистер, не волнуйся, don't worry, я тебе, говорит, сейчас привезу килограмм чая, ты меня 5 минут подожди, 5 минут. Вот, села на байк и улетела за чаем. Сейчас вот сидим, ждем. Сергей пока пока изучает маршрут. Ждем вьетнамку, сейчас она должна привезти чай. Ох, и движение здесь мощное. Вот оттуда она должна приехать. Ну все, сидим, ждем, когда приедет чай. Хай, мадам. О! Ой, май! Это зеленый чай она принесла. Ты что снимаешь, Серега? One moment. Дайте мне переводчик, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Сейчас. One moment. Бедная тетя. Как она включается? Включи переводчик, Серега. Мы просили черный чай. No. Không có lá trà đen, chỉ có lá trà xanh. Она принесла листья зеленого чая. Милая женщина, спасибо вам за помощь. Нам нужна была заварка. Нам нужен черный чай, который можно заваривать. Одна из главных сложностей в другой стране – это, конечно, языковой барьер. Вот так вот, просишь заварку, а тебе привозят целый куст настоящего чая. Жалко, только в тюрьму Владу такой веник травы не подойдет. Солдаты нас точно не примут. Все, ребята, это целая эпопея с этим чаем, это беда. Короче говоря, они нас... Во-первых, у них нет заварки. Вот простые вьетнамцы, они чай не пьют. Нет у них заварки никакой. Вот. И они нас не поняли. Вот эта милая женщина, она сгоняла, ободрала этот
зеленый куст принесла, поняла, не то. Послала, говорит, иди туда, там у них купишь то, что тебе надо. Я туда пришел, я через переводчика опять объясняю. Она, ну там был мужчина, у меня до этого не понимал, а сейчас женщина, там хозяйка сама, она поняла, говорит, все, езжай в супермаркет. Вот, ну то есть в простых магазинчиках чай не продается, черный. Теперь подъехала опять эта милая женщина, которая привозила нам зеленый чай. И начинает ее убеждать, что у тебя есть это, давай, дай ему. Вот. Они там между собой чуть не подрались. Вот. Это говорит нету, это говорит есть, достань. Та психанула хозяйка магазина, пошла куда-то, выходит, выносит банку колы, кока-колы. Вот. Я говорю, нет, мне не это надо. Она на нее наезжает, я тебе говорила, ему не это надо. И они мне вдвоем говорят, езжай в супермаркет. Короче, не знаю, а тут до супермаркета еще километр. Фиг знает, не знаю, что делать. Не знаю, ребят. Все, поехали. Так, а это что у нас? Похороны. Так что ли получается? Так, продолжаем наш квест. Нашли наконец-то мы этот депортационный центр. Объяснили, что хотим встретиться с другом. Военные спросили порядковый номер, фамилию, имя. Долго ходили, думали, смотрели журналы, книги, телефоны. Потом один подошел, показывает мне телефон. В телефоне индиец с большой бородой, вот такой челме. Спрашивает, это ваш друг? Я говорю, нет. Я же говорю, ребята, вам сказал, порядковый номер сказал. Еще раз показал, они, о, sorry, one moment, сейчас, один момент, подождите. Опять мы ждали, потом он опять машет, иди сюда. Я говорю, что такое? Он говорит, так, человек, который отвечает за визиты, сейчас на совещании, будет через 30 минут. Подождите, пожалуйста, до 10:00. Вот мы сейчас сидим, ждем, когда этот человек освободится и организует нам встречу с нашим другом. В общем, мы почти завершили наш квест, разгадали почти все загадки. Нам осталось пройти последнюю дверь, и мы у цели. Так, ну вот и закончился наш квест с депортационным центром. Значит, в конце концов нашли мы этот центр, в конце концов разрешили нам свидание с нашим другом, привезли мы ему передачку, 10 блоков сигарет, 3 литра сгущенки, ну и там лапши, сахара, всякого разного. В общем, 3 больших сумки. Вот, дали нам возможность час с ним поговорить, там во внутреннем дворике. В конце заявили, что не разрешат сигареты, что типа нельзя курить плохо, все, забирайте свои сигареты обратно. Вот. Ну он кое-как их уговорил, 2 блока они ему разрешили, остальные 8 блоков пытались мне всучить. Я сказал, не, ребят, I don't smoke, no smoke, no. Они, давай, забирай. Я говорю, нет, давай, ты, говорю, своим, give you your friend. Но эти все рядовые сержанты все отказывались, когда я сказал офицеру, что он может отдать сигареты своим друзьям. Все, он смилостивился, и эти 8 блоков оставили там внутри. Не знаю, куда они их потом денут, может быть, поделятся с другом нашим, может быть, себе заберут, непонятно. Еще интересное наблюдение. Мы когда подошли на проходную, военный сказал, что человек, который отвечает за свиданки, сейчас отсутствует, будет через полчаса. Вот, нам, чтобы на солнце не тарахтеть, мы хотели пойти в кафешке посидеть и сумки, чтобы не таскать. Я попросил, говорю, можно мы у вас оставим эти вещи? Он, да, можно. Я начал ему через окно передавать эти вещи, а он у меня спрашивает, это for me? Ну, я удивился, как это, думаю, странно, как так можно передать солдату для личного пользования такие мешки с вещами. Такой недвусмысленный был вопрос. Ну и все. На этом квест наш с посещением депортационного центра в Сайгоне завершился успешно, без ярких неожиданностей. Вот. Ну а сейчас мы что? Сейчас мы хотим посетить туннели. Здесь есть музей, вот, до него 68 километров. Вот, посмотрели автобус 4 часа с пересадками, такси, значит, почти 800 тысяч в одну сторону. Вот, посмотрели, можно, оказывается, на байке. Байк стоит где-то 200-300 донгов на сутки. По времени Google показывает 2 часа туда, 2 часа обратно, 4 часа на дорогу, ну и час там. Я думаю, нам этого хватит. Вот, а вечером в 10 часов у нас автобус обратно на Ничанг. В общем, такой трип у нас получился скоростной. Опа, ребята, я должен это показать. Ну-ка, кто узнает? Кто знает, кто узнает, кто помнит? Смотрите, какая тема. Да, это наше прошлое. Так, ну-ка, дайте с этим, должен сфоткаться.
Все, директор экскурсии очень спеца. Добавили время в обрез. Поехали. Давай тормозить не будем. Сейчас попробуем взять байк в аренду. Непонятно, что из этого выйдет, но будем пробовать. Получилось у нас или нет, увидите в следующей серии. А пока что подведем итоги нашего первого приключения на сегодня. Мы успешно встретились с Владом, передали ему продукты и телефон. А сигареты у Влада все же отняли. В следующем выпуске нас ждут приключения с байком, путешествия по тоннелям и встреча с летучими мышами, обзор на другую модель инопланетного слипбаса и многое другое. До встречи!